Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный торт. Все, кто у меня его пробовали, остались в восторге. Состоять он будет из чизкейка с голубикой, крема с манго и манговой начинки. И начнем с приготовления чизкейка. Для него нам понадобится 150 грамм сливочного сыра, 100 грамм жирных сливок, 7 грамм желатина, я использую листовой, 140 блюм, 70 грамм сахара и 75 грамм пюре голубики. Черника здесь тоже подойдет. Итак, что я сделала? Я взяла 100 грамм свежей голубики, можно использовать размороженную, пробила ее погружным блендером, слегка проварила и протерла через сито. В итоге у меня получилось 75 грамм готового пюре голубики. Пюре нагреваем до горячего состояния, добавляем в горячее пюре набухший желатин и сахар и хорошо перемешиваем. И желатин и сахар должны полностью разойтись в горячем пюре. Далее добавляем творожный сливочный сыр и хорошо пробиваем массу погружным блендером до однородности. Я использую сливочный сыр прямо из холодильника, он немножечко охладит пюре до теплого состояния. Затем взбиваем холодные жирные сливки до мягких пиков и объединяем обе массы вместе. Обратите внимание, что вот эта масса со сливочным сыром и пюре должна остыть до комнатной температуры. Допустимо, что она будет едва-едва тепленькая, чтобы сливки сохранили свою воздушную текстуру. Далее я еще добавляю 70 грамм голубики, чтобы в разрезе все это красиво смотрелось. Перемешиваем, и в принципе масса для чизкейка готова. Кольцо диаметром 16 сантиметров затягиваю пленкой, выкладываю ацетатной лентой, устанавливаю на какую-то подложку, выливаю чизкейк и убираю в морозилку буквально на пару часов, за это время он успевает схватиться. Можно этот холодный чизкейк приготовить и заранее, и хранить в морозилке в пленочке до использования. Далее манго. Я использую уже готовое пюре из манго. Заказала одну баночку в Тортомастере на пробу, и очень оно мне понравилось. Во-первых, в составе ничего лишнего, только манго, без сахара, без всего прочего. И плюс само пюре очень вкусное, очень ароматное и очень сладкое. Я ссылочку и на пюре, и на все, что вам может понадобиться для приготовления этого торта, оставлю в описании под видео. В принципе, вы можете взять спелый плод манго, очистить его и измельчить до состояния пюре. Но, к большому сожалению, просто спелый манго довольно сложно найти у нас в магазинах. К пюре я добавляю кукурузный крахмал, сахар не добавляю, потому что пюре действительно очень сладкое. Перемешиваю до полного растворения крахмала, отправляю на средний огонь, довожу до кипения и после закипания кипячу примерно полминутки, чтобы крахмал загустел. Я использую сразу всю банку, там чуть больше 400 грамм, но этого количества хватит для начинки и для крема на 2 тортика, поэтому рецептуру смотрите в описании под видео. Далее убираю в холодильник до полного остывания. Часто вы мне пишете, почему я использую начинки на крахмале, а не на желатине, на пектине. На желатине, на пектине я тоже использую, но в бисквитных тортах мне нравятся вот такие жидкие начинки на крахмале. Далее бисквит. Для приготовления этого тортика я буду использовать масляный бисквит на горячем молоке. Очень он мне нравится. Подробный рецепт приготовления есть на канале. Ссылочку обязательно оставлю в описании. Значит, готовила я рецептуру на 3 яйца, кольцо 18 сантиметров. Бисквит оставила остывать прямо в кольце, и после полного остывания бисквит уже можно сразу разрезать. Разрезаю я его на 3 коржа. Толщина каждого коржа примерно чуть больше 1,5 сантиметров. Далее приготовим крем для сборки. Это будет манговый крем-чиз. 400 грамм сливочного сыра, 180 грамм сливочного масла, 80 грамм сахарной пудры и манговая начинка, которую мы приготовили чуть раньше. Для начала в чашу для взбивания отправляем сливочное масло комнатной температуры, сахарную пудру и хорошо взбиваем на высокой скорости примерно 4-5 минут. Сливочное масло обязательно используйте хорошее 82%. Масло должно значительно посветлеть и увеличиться в объеме. Далее ко взбитому сливочному маслу добавляем сливочный сыр. Я использую холодный, прямо из холодильника. Все прекрасно взбивается, ничего не расслаивается. Если у вас есть проблемы с крем-чизом, то используйте сливочный сыр комнатной температуры. Все еще раз хорошенечко взбиваем до однородности.
Далее добавляем остывшую манговую начинку от 50 до 100 грамм. Чем больше, тем насыщеннее будет манговый вкус, но чем меньше вы добавите манговой начинки, тем стабильнее будет крем. Добавьте 50 грамм, если крем получился плотненьким, хорошим, добавляйте еще чуть больше. Я добавляю 100 грамм, но я уже этот крем готовила неоднократно и уверена в конечном результате. Сразу же после приготовления крем может получиться немного мягким. В принципе, для сборки торта в кольце он уже подходит, но я вот так его распределяю по стенкам чаши и убираю в холодильник минут на 20-30. Обратите внимание, спустя это время крем становится достаточно плотным, стабильным, и с ним уже спокойненько можно собирать торт. Рецептуру я даю и на сборку, и на выравнивание торта. Если планируете выравнивать другим кремом, можете количество немножечко уменьшить. И приступаем к сборке. Каждый корж я пропитываю молоком. На пропитку одного коржа уходит примерно 40-50 мл молока. Далее на первый корж выкладываю небольшое количество крема и распределяю его равномерным слоем. Достаю из морозилки чизкейк. За это время он уже немножечко подмерз. И для того, чтобы его легче достать из кольца, прохожусь феном. Снимаю кольцо, убираю ацетатную пленку и перекладываю чизкейк на бисквит. Далее отсаживаю крем вокруг чизкейка и небольшое количество на чизкейк, и все распределяю равномерным слоем. Далее второй корж, пропитка. На бисквит небольшое количество крема распределяю и делаю бортик из крема, после чего в серединку выкладываю манговый конфитюр. У меня осталось 100 грамм, потому что я эту начинку использовала еще для другого десерта, но мне кажется, грамм 150 будет отлично. Сверху накрываю третьим бисквитом, пропитываю и распределяю небольшое количество крема. Далее нужно обернуть торт либо бумагой для выпечки, либо ацетатной лентой и надеть раздвижное кольцо, чтобы геометрия торта получилась максимально ровной. Сверху накрываю торт пищевой пленкой, можно поставить небольшой груз и убираем в холодильник минимум на 6-8 часов, лучше на ночь, чтобы торт стабилизировался и пропитался. Спустя нужное количество времени убираем пленочку, освобождаем торт от кольца, от ацетатной ленты и посмотрите, какой ровненький красавец получается. Далее можно его выравнивать. Я выравниваю оставшимся кремом с манго. Все это время он также хранился вместе с тортом в холодильнике. Перед тем, как им выравнивать торт, немножечко его разомните прямо в мешке в руках. Итак, готовый тортик получился весом 2 килограмма и вот такой красавец в разрезе. Торт получается просто обалденный, очень нежный, очень сочный, красивый, яркий в разрезе, без использования красителей. Посмотрите на текстуру холодного чизкейка. Обязательно пробуйте, но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.